Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Сначала пробежимся по новостям, а потом посмотрим поближе, насколько живучей окажется экономика россияне. Болгария заблокировала перевод на $890 тысяч в посольство России. Российское посольство тут же взвыло, что эти деньги предназначены для выплаты зарплат сотрудников. Глава Минфина Болгарии пояснил, что блокировка перевода произошла автоматически на основании санкций ЕС. Председатель парламентской группы партии «Есть такой народ» Тошка Ярданов назвал блокировку счетов глупостью, отметив, что российская сторона в ответ может заблокировать счета болгарских дипломатов в Москве. Вообще становится все интереснее на этом участке. Болгарию покинуло 70 дипломатов РФ по решению Министерства иностранных дел Болгарии. Сначала Россия потребовала от Болгарии отменить высылку дипломатов. В Болгарии отказались выполнять требования России, подчеркнув, что не потерпят ультиматумов, на что Лавров пообещал принять ответные меры. Пока меры везут аргентинской диппочтой, принять их не могут и взялись за более насущные дела. А тут как раз президент Казахстана уже не просто призвал поставлять нефть в обход России, а запросил помощь у американцев в этом вопросе. Тут тоже история обещает быть яркой. Такаев выступил за диверсификацию поставок казахстанской нефти. Приоритетным направлением он назвал транскаспийский маршрут, который обходит Россию. На это заявление отреагировал суд Новороссийска, который остановил работу морских терминалов, через которые казахстанская нефть уходила на экспорт, а следом на крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении прозвучала бавовна. Тем не менее, Такаев заявил о приверженности дружественным отношениям с Европой и предложил увеличить поставки углеводородов в ЕС, чтобы помочь справиться с энергокризисом. Интересно, кому может не нравиться такое решение вопроса? Теряюсь в догадках. А есть еще такой лоптеносец Вячеслав Володин. Он в бензоколонии возглавляет Госмысль. Парламента там нет с 2003 года, как минимум. Автор фразы «Без Путина нет России». Так вот, он пригрозил Америке отобрать Аляску. Страсть выслужиться живет в этом товарище в каждом органе и давно. Понятное дело, что трудно ему приходилось быть иным в саратовской деревне Алексеевка Хвалынского района, да еще и в брежневскую эпоху. Поэтому Володин всю жизнь боролся за место под солнцем. То спартакиада по утроению надоев, то профорк Института механизации, коммунист Горбачевского призыва. Но путь в эмансипированную Москву, где Вячеслав смог бы одеться сообразно своим вкусом, а не щеголять в перемазанном навозном халате, встречаться с тонкими людьми искусства, а не с комбайнером-рекордсменом Авангардом Модестовичем. Этот путь был закрыт, да еще и неприятно маячил Афганистан. Так продолжалось, пока в жизни пышущего здоровьем деревенского хлопца не появился бывший первый секретарь Саратовского горкома КПСС, а в то время утомленный комсомолками молодой инспектор ЦК, затем второй секретарь ЦК КП Армении Юрий Петрович Кочетков, любивший наезжать в Саратов в баньку. Дела Вячеслава Викторовича быстро пошли в гору. Сделавшись ярым перестройщиком, он сначала стал местным депутатом, потом вице-мэром, а гламурный Юрий Петрович в 1989 году, назначенный первым замом в Союзе Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, сегодня Россотрудничество, посвящал нежного друга во все тонкости столичной и международной жизни. Но жизнь летит, кровь бурлит, и на месте Юрия Петровича появился экстравагантный саратовский губернатор Дмитрий Аяцков, один из любимых собутыльников Бориса Ельцина. Впрочем, ссоры амантов потрясали дотационную область, и вскоре Володина наконец отослали депутатствовать в Москву, сдав в аренду Лужкову. Там он продолжил карабкаться по карьерной лестнице, наконец позволив себе настоящую жизнь, которую по несправедливости пришлось еще глубже скрывать. В итоге у нынешнего спикера развился так называемый клозетный психоз, и ему все труднее себя сдерживать, зная, что в штате Аляска однополые браки были разрешены в октябре 2014 года, а он в это время уже находился под санкциями и въехать в США не мог. Что теперь? Венчаться с парнем на Валааме? Вот такая вот грустная история. Что нам всем с того, спросите вы, как это часто бывает? А то, что нам за этими энтузиастами наблюдать и наблюдать, ибо так вышло географически, что от их бурного поведения напрямую зависит не только наше благосостояние, но и жизнь в прямом смысле этого слова. А они пока далеки от даже экономического развала. Сами судите, я сейчас разрисую из того, что общедоступно. За неделю цена на нефть упала на $20. РФ страдает. Давайте и об этом немножко поговорим.
Россия продает много нефти в Индию и Китай, пытается заменить падение продаж в Европе. Хорошая новость. Из-за того, что РФ не может продать всю нефть, что добывает, приходится сокращать добычу нефти. Все, что можно было перенаправить в Китай и Индию, они уже перенаправили. Но далеко не всю нефть можно заменить рынком Индии и Китая. Нет столько свободных танкеров, которые могут перевозить столько нефти. Часть добычи уже не вернется никогда. Это старое месторождение, вернуть их к жизни уже не получится. Это те деньги, которые РФ теряет навсегда. Хорошая новость. Индия и Китай покупают нефть из РФ с огромной скидкой. Говорят, что доходит до 30%. Деваться РФ некуда. Или принимай цену, или ищи других клиентов, которые готовы рискнуть санкциями Запада. Ценовой шок, при котором РФ зарабатывала дополнительные деньги с рынков нефти и газа, закончен, по крайней мере, сейчас. РФ теряет как в цене, так и в объемах. С 2023 года европейский рынок сократится еще больше. Вводится бан на всю нефть из РФ, которую перевозят по морю. Это были хорошие новости. Не очень хорошие новости. Рубль начал падать. Русские нашли, куда девать доллары. Они покупают юани. После покупок долларов и евро на бирже на экспортеров они сразу внебиржевыми сделками конвертируют их в юань и ставят уже его на свои счета. Получается, реальных долларов и евро на российских счетах не появляется. Они оседают на китайских банках. Из-за чего рубль падает, а это означает больше рублевой выручки для бюджета РФ. Оценивать, что происходит с экономикой РФ, очень сложно. Но одно сказать можно точно. Пока у них есть экспорт энергоресурсов, Россия не обрушится. Их центральное правительство работает на удивление эффективно. Их инфляция стабилизировалась, сейчас даже небольшая дефляция. Их ставка Центробанка 9,5%, чтобы вы понимали, у нас уже 25%. ЦБ и Минфин, как хорошие доктора, в кавычках только, продлевают жизнь пациенту, делают его жизнь максимально комфортной. Там уже запланирована как индексация всех льгот, пенсий, так и очень большая программа помощи бизнесу, аналог того, что они делали в ковид. Больше 6 триллионов рублей потратят. Большие стройки продолжают финансироваться, рабочие места, плюс какие-то мультипликаторы по завершению инфраструктурных проектов. Быстро они не утонут. Мы стараемся сделать им максимально больно, пушим санкции, заставляем западные компании, ключевые для РФ, уходить с рынка. Люди, которые этим занимаются, просто герои. Но все же быстро РФ не обрушится. У них много денег от продажи нефти и газа. У них компетентный Минфин и ЦБ. На местах совсем не так, конечно. И как раз за местных чиновников мы держим кулачки. Итого, по состоянию на начало июля 2022 года. Цена нефти падает. Это хорошо. Падение производства нефти в РФ падает. Это очень хорошо, потому что часть этой добычи они уже не вернут никогда. Их рубль перестал укрепляться и начал дешеветь. Это не очень хорошо. Центральный аппарат индексирует пенсии, льготы, продолжает стройки больших инфраструктурных проектов. Это плохо. Их экономика продолжает функционировать. Общий прогноз: с каждым месяцем ситуация будет ухудшаться, но у них довольно большой запас прочности. У нас все гораздо хуже. Мы ходим по очень тонкому льду. Без финансовой помощи Запада у нас все остановится буквально в течение 1 месяца. Хорошо, что нам ее дают, и пока нет никаких предпосылок, что не будут давать. Плохо то, что Вовк, Коломойский, Татаров и другие прекрасные люди никуда не делись. Все они тут, на своих местах, с кучей власти и полномочий, и никуда уходить не собираются. Подробности нужны? Сделать ролик про економічну ситуацію у нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш вклад в перемогу України.